Приветствую всех, кто смотрит это видео. Видеообзор снят специально для покупателей измерительных приборов для анализа почвы в интернет-магазине Emax Pro. Видео будет коротким, но попытаемся сделать его информативным. Обзор будет касаться приборов из США производства Laster Leaf. Вот этих двух конкретно. Зачем мы снимаем это видео? Ответ вы можете найти в отзывах на Amazon.com касательно вот этих двух приборов. Следует сказать, что большинство американцев откровенно не справились с эксплуатацией этих приборов и написали негативные отзывы. Говорят, что меряют они в семерочку и около того, 6,8, 7,1, а в большинстве случаев 7 и не дают, по их словам, точных показаний. Поэтому у нас возник вопрос, работает ли этот прибор, измеряет ли он кислотность и почему американцы его забраковали. Мы провели много различных тестов. Приборов, как вы видите, у нас не один, а несколько. Каждый из них сделан, своим производителем. Кроме того, у нас есть приборы для высокоточных измерений кислотности, причем разные, не только этот бенч, а маленькие, большие, портативные, другие стационарные в том числе. Поэтому возможности у нас хорошие по pH-метрии, и мы этот анализ проводили несколько дней. Результаты я вам сейчас в сжатом виде попытаюсь передать. Прибор, который я держу в руках, это Rapid-Test 1835. У него есть, как вы видите, 3 измерительных шкалы. Первая шкала – это измерение питательных веществ в почве. Подробнее вы можете посмотреть в инструкции к этому прибору у нас на сайте. Включаем, выставляем, видите эту черненькую палочку. Она показывает 0, так как электрод прибора не утоплен в почву, и пока его туда не разместить, питательные вещества, естественно, в воздухе отсутствуют, поэтому на приборе видим 0. Следующая шкала, начнем снизу, это температура. Измеряет он по американскому стандарту в Фаренгейтах. Мы даем таблицу перевода в Цельсий, и в принципе вы вполне нормально можете им пользоваться, измерять температуру. Самое главное в этом приборе, кому как, но для наших исследований важен был параметр кислотности почвы. Вот он зелененьким отмечен зелененьким, чтобы вы видели. И вот стартовое нулевое значение это 7,0 pH. То бишь, как вы видите, у него есть здесь разделитель, соответственно, он меряет pH до десятых долей 1 pH. Поэтому является в принципе достаточно точным прибором, если мы сможем с ним справиться. Перед результатами наших тестов хочется сказать касательно кислотности почвы. То бишь, эта характеристика довольно сложная. Она состоит из нескольких составляющих. Во-первых, это актуальная кислотность почвы. Актуальная кислотность почвы – это конкретно уровень pH водной вытяжки из почвенного раствора. Мы в другом видео покажем, как ее правильно сделать и измерить, или вы же можете посмотреть на форуме эту информацию. Сложностей особо это не составляет. Измерить такую актуальную кислотность с помощью водной вытяжки можно в принципе вот таким самым дешевым базовым pH-метром. Его преимущество – это его цена. Если вы разобьете об какой-то камешек электрод, то ничего страшного, это не очень дорого вам обойдется. Но он отлично померяет кислотность водной вытяжки. Еще про актуальную кислотность добавлю, что в своих исследованиях мы сделали 7 различных вытяжек из различных грунтов. Я так немного вам покажу. Вот такие бутылочки мы нарезали, делали из них вытяжки. Разные у нас есть емкости, 7 грунтов. И естественно сравнивали с показаниями pH метров для почвы. Кроме уровня pH водной вытяжки из почвенного раствора, есть еще потенциальная кислотность. Это кислотность сухого остатка почвы. В свою очередь, она делится на кислотность обменную и гидролитическую. То бишь, чтобы не затягивать этот обзор, скажу только, что для измерения гидролитической или обменной кислотности нужно сделать солевые вытяжки, титрование. И влиять на показатель этой кислотности, кроме активности водорода, будет
наличие ионов алюминия и прочих в почве. Итого, так как кислотность почвы, как уже мы разобрались, понятие общее, то производители этих прекрасных приборов вносят свои корректирующие поправки относительно их измерения ионов водорода, то бишь активности, то бишь о чем я говорю. О том, что прибор меряет условно активность ионов водорода в почве, после этого корректирует согласно опыту агрономов, производителей этих приборов свои показания, чтобы получить какую-то, что ли, статистически общую кислотность почвы, ну, насколько я понимаю процедуру этих измерений. Иначе они вообще не очень нужны, так как вот этим прибором легко померять pH водной вытяжки из любой почвы. И зачем тогда они в принципе? Итак, перейдем к делу. Диапазон по pH, диапазон по кислотности данного прибора от 3,5 до 9,9. То бишь, ну, для десятки здесь не хватит разрешения экрана, а меньше 3,5 он в принципе вам не покажет, даже если намеряет. То бишь, мы сразу заявляем, что 3,5 минимум, 9,9 максимум, никаких значений выше или ниже вы от него не добьетесь. Для тестирования этого прибора мы использовали два специальных раствора. Вот они перед вами. Я уберу сейчас эти приборы и покажу, как, что мы делали. Главное в работе с этим прибором следующее. Почему американцы его так забраковали? Впрочем, вот этот оранжевый по типу и разрешению по pH-метрии аналогичен. Разница в сущности электрода и в отсутствии у этого измерения питательных веществ и температуры. Почему снова-таки американцы не справились с этим прибором? Это единственные две модели, грубо, среди известных нам pH-метров для почвы, которые калибруются каждый раз при включении. Это, не знаю, насколько полезно, насколько нужно, но факт. Итого, если вы возьмете электрод этого прибора, вставите в грунт, подождете буквально 5-10 секунд, после этого нажмете «Включить», вы увидите на экране семерку. И эта семерка будет соответствовать вашему грунту, то бишь прибор сместит электродную характеристику и выставит 0, то бишь семерку, по вашему грунту. После этого вы можете ждать сколько угодно изменения показаний и никогда ничего не добьетесь. Из вышесказанного следует следующая особенность эксплуатации этого прибора. Производитель комплектует его вот этими маленькими зелеными в цвет самого прибора протирочными салфетками. То бишь перед тем, как включить его, по инструкции следует протереть этой салфеткой. Но она маленькая и это не очень удобно. Поэтому мы пришли к более удобному способу эксплуатации. И перед включением, запоминайте, перед включением этого или этого прибора убрать весь грунт. Можно, не знаю, воду его попробовать. После этого вытереть. Вытирайте без сильного усилия вниз, так как здесь закреплен электрод и вы его можете вырвать. Если вы схватите и хорошо потянете, вы оторвете электрод и прибор можно будет выкинуть. Поэтому аккуратно, но тщательно перед включением протерли, засекли несколько секунд, чтобы ушла статика с прибора. Только после этого вы включаете pH-метр. Итак, основное правило я вам рассказал. Естественно, такой электрод алюминиевый, он не такой чувствительный, как стеклянная мембрана измерительная, но для своих целей он как раз и подходит. Мы его выключили, протерли. Он сухой. Подождали несколько секунд. Включаем. Видим семерочку. Переходим к тестированию наших растворов. Американцы говорят, прибор не работает. Кроме семерки ничего не показывает. Здесь у нас буферный раствор 2,5. Как вы понимаете, это немного выходит за минимальный диапазон этого прибора, но мы знаем, что у него есть погрешность. Плюс наша колба немного не соответствует длине электрода. Мы, к сожалению, не нашли более высокую колбу, поэтому взяли чуть-чуть ниже pH. Как мы видим, показания меняются.
очень похоже, что прибор работает. Сколько ему потребуется времени, мы сейчас выясним. Учитывайте, что только половину прибора мы реально можем погрузить. К сожалению, в раствор подберем уже другую какую-то колбу в следующий раз. Но смотрим, 3,6, 3,5 у него минимум. Иногда смещение идет по 2 pH, то бишь, возможно, надо его пару раз перезалить. Все, ну около 10 секунд заняла проверка и условно вытяжка наклона электродной характеристики данного прибора. Теперь проверим верхний диапазон, щелочной. Здесь у нас 9,9, то бишь попробуем. Ну, за счет вот этого отсутствия касания вот здесь до 9,9 мы не дотянули, но вполне видим 9,7. Ну, скажем так, 0,2 pH мы простим. И прибор нас простит за то, что мы не нашли более длинную колбу. Но вы видите, щелочные среды прекрасно меряют. Итак, мы тестируем наш буферный раствор. В принципе, как бы, ну, чтобы вы не сомневались, это его показания. Итак, один из образцов. Хорошо погрузим электродик. Ну вот примерно то, что вы видите. Единственное, что очень многое зависит от грунта. В зависимости от плотности грунта показания будут отличаться от показаний актуальной кислотности, то бишь от pH, от уровня pH вытяжки водной. Поэтому, если вам нужна водная вытяжка, вы можете вполне использовать подобное или такого плана, или другого, и мерять конкретно активность ионов водорода в воде. А этот прибор все-таки имеет корреляцию на алюминий, на прочие ионы, которые могут быть, допустим, обменными и повлиять на кислотность почвы общую. Здесь грунт поплотнее, показания немного отличаются. Они могут еще коррелироваться, все-таки электрод у нас вот этот рассчитан на воду и меряет только ионы водорода в воде. Ну, как бы, имеем то, что имеем. Итак, с помощью наших прекрасных растворов мы реально подтвердили, что pH-метр способен измерять кислотность в своем диапазоне. То бишь, кислотность это, очевидно, какая-то общая с учетом тех поправок, которые делает производитель уже на грунт. То бишь, это не pH вытяжки. Ну, очевидно, по всем нашим исследованиям измеряемое вот это измеряемое число не является непосредственно уровнем pH вытяжки. Итак, с чем еще можно столкнуться в работе этого прибора? Если вы видите, что показания вашего прибора зависли на семерке и нет никакого дрейфа, то есть высокая вероятность, что прибор не смог правильно проконтактировать с грунтом. Такое может быть, впрочем, с любыми электродными приборами, с любыми. Поэтому, как бы, если у вас есть сомнения в чувствительности, так как электрод металлический и его чувствительность зависит от отсутствия большого количества окисла. Приборы могут ехать довольно долго, как бы, и по-всякому могут эксплуатироваться. То бишь, да, тряпкой мы можем неплохо протереть этот прибор, но сказать, что мы убираем весь окисел, довольно сложно. Во-первых, полученный вами прибор, который не вызывает у вас доверия, вы можете как минимум проверить с помощью такого раствора, как минимум проверить, работоспособен ли он в принципе. Следующий элемент. С помощью такого раствора вы натягиваете электродную характеристику прибора. То бишь, видите, мы довольно быстро получаем нижний диапазон. Вот 3,5. Как бы, получил это количество, мы убираем. Сейчас электрод полностью без окисла. Мы быстро делаем полное стирание остатков и погружаем.
Делаем несколько манипуляций. Это все статика, оно спадает, все эти показания спадают минимум до 7. Чувствительность прибора, очевидно, намного лучше, чем до использования этого раствора. Намного лучше. То бишь он реагирует сразу и довольно неплохо. Вот дрейфует около 3. Может даже единицу нам показать. При этом, если вы уберете его, вот, чтобы вы не подумали, что мы тут вас обманываем, то он показывает 7. То бишь нет такого, что там какая-то остаточная часть. Нет, совершенно. Статика. Всегда при утапливании идет статика вверх. После этого он через несколько секунд начинает показывать нам уровень pH. Вот, то бишь повторили полностью тест. Итак,